Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Малазийский бленд захватывает мировые рынки нефти. Пока Европа вводит очередной пакет санкций, Россия обсуждает с Малайзией нефтегазовые вопросики, превращая санкционную нефть в нечто иное. Владимир, пожалуйста, расскажите, а чем так интересна Малайзия для российского нефтегаза? Для российского нефтегаза Малайзии интересно прежде всего тем, что она готова брать российскую нефть, везти ее к себе, переваливать в своем крупном порту и отправлять дальше в виде малазийской нефти. Собственно, это основная ценность. Более того, как говорят аналитики, последнее время, там в апреле или в марте, вот практически все нефтепродукты, которые вышли из этого малазийского порта, они были российскими. То есть Малайзия экспортировала 100% нефтепродуктов, которые являлись до того момента, как они не оказались на малазийской территории, они были российскими. Собственно, в этом и есть основная ценность. Малайзия совершенно замечательно повелась в оказание помощи России для того, чтобы российская нефть и нефтепродукты имели возможность превращаться, например, в малазийские или какие-либо другие, и, соответственно, попадать на рынки без каких-либо препятствий, препонов и сложностей. Так ли исключительно место Малайзии в данной схеме? Вроде как были и другие бленды, не только малазийский. Ну, просто удачно получается. Малайзия достаточно хорошо расположена логистически. Оттуда хорошо и удобно доставать до других стран АТР с поставками нефти, что, соответственно, очень удобно. Плюс ко всему, лояльное отношение к российским нефтепродуктам, к России в целом, позволяет, соответственно, заключать какие-то соглашения, которые помогают российской нефти избегать вот этих санкционных каких-то ограничений. Плюс ко всему, я так понимаю, судя по сегодняшним переговорам с малазийскими представителями, похоже, мы еще готовы помочь Малайзии, в том числе и энергоресурсами, потому что с точки зрения добычи нефти Малайзия, опять же, ну, не самый огромный такой добывающий регион. Насколько я помню, они добывают порядка там 30 миллионов тонн нефти, плюс ко всему они сами много потребляют. И, соответственно, где-то порядка четверти или трети своего производства они экспортируют. То есть для них экспорт это достаточно важно. Соответственно, почему бы, опять же, не сработать так, как уже сработало с другими государствами. То есть мы поставляем нефтепродукты с определенным дисконтом, а Малайзия экспортирует свою нефть или свои нефтепродукты с определенной наценкой, что, в общем, делает схему экономически целесообразной. Плюс ко всему, Малайзия является, между прочим, достаточно крупным производителем СПГ, и, соответственно, доходы от экспорта СПГ в Малайзии, ну, это, в общем, существенная часть бюджета страны. Компания Петронас, по-моему, построила уже порядка 9 линий по сжижению газа, соответственно, экспорт СПГ, опять же, важная статья. Но при этом, как во многих государствах, которые были когда-то крупнейшими экспортерами СПГ, а потом с ростом экономики и внутренним ростом потребления газа стало вот не хватать, и пришлось выбирать, что делать. Либо экспортировать, либо, соответственно, снабжать там, население и свою промышленность необходимыми ресурсами. Соответственно, вот как бы Малайзия заинтересована в приобретении российского газа, что, в общем, тоже видится для них экономически целесообразно. Малайзия заинтересована в приобретении российского газа, что видится для них экономически целесообразно.
То есть получается, что Малайзии, которая достаточно далеко расположена от Российской Федерации, намного выгоднее сотрудничать с нами, нежели с близлежащими странами, которые специализируются на СПГ, например, с той же Австралией. Ну, с Австралией ей скорее придется конкурировать, потому что Австралия, ну, крупнейший в регионе производитель СПГ, и побороть его достаточно сложно. Ну и плюс ко всему, скажем, если Малайзия продолжает развитие экспортной стратегии СПГ, то вот Япония, например, совершенно замечательный кандидат на приобретение малазийского СПГ, и, собственно говоря, Япония его и приобретала. Ну, а если, например, увеличить объемы экспорта СПГ из Малайзии, направляя в Японию, а внутренние потребности страны закрывать за счет российского газа, поскольку такая лояльная позиция по отношению к России, она же чего-то стоит, соответственно, возможно, можно будет договориться по поводу каких-то скидок, дисконтов или каких-то инвестиций в экономику страны или конкретно в нефтегазовое производство, почему бы и нет? Собственно, это, в общем, такая не уникальная схема, и не только Малайзия ею пользуется. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. А вот так подобные акции по смешению нескольких сортов нефти, нефтепереработке и блендированию, так сказать, это чисто российское изобретение для обхода санкций? Или это еще где-то в мире встречается и этим пользуются и другие страны под санкциями? Ну, собственно говоря, когда эти санкции вводились, это было специально оговорено, что вот эти вот как бы изменения в виде там смешения, там переработки и так далее, они очищают нефть от вот этого дурно пахнущего российского следа и позволяют ее использовать. Ну, собственно говоря, практически все этим и пользуются. Смешение нефти, перевалка с судна на судно, там, опять же, вот совершенно простой вариант, когда там Индия или Китай покупают российскую нефть, перерабатывают на своих НПЗ и потом, соответственно, направляют нефтепродукты в Европу. Эти нефтепродукты, они индийские или китайские. И, собственно говоря, никто даже не пытается заподозрить их российское происхождение. Другое дело, что раньше Европа покупала российские нефтепродукты, это обходилось им дешевле. Ну, вот, собственно говоря, если хотят так, значит, будет так. Значит, это будет нефть в Индию, а из Индии уже дизель индийский в Европу. Да, дороже, зато индийский. Соответственно, вот эта вот лазейка, она тоже как бы была предусмотрена для того, чтобы все-таки как-то иметь возможность не обрушить нефтяной рынок, потому что жесткое выключение российской нефти с рынка привело бы к таким последствиям, что, в общем, нефть по 100 показалась бы, ну, дешевкой по сравнению с тем, что бы было. Потому что взять и убрать с рынка сразу такое количество нефти, ну, это, собственно говоря, задрать цены на такую высоту, которую мы, наверное, еще не видели. А с учетом того, что и Байден, и Трамп во время своей предвыборной кампании немалое внимание уделяли цене на нефть, борьбе за ее понижение и, соответственно, снижение стоимости бензина для избирателей, то, конечно, вот такое решительное телодвижение по запрету российской нефти в принципе как класс, оно, конечно, да, лишило бы Россию колоссального объема экспортной выручки, но и нефтяной рынок бы тоже обрушил. Подобные схемы работают. То есть, получается, и Соединенные Штаты до сих пор могут приобретать нефть и нефтепродукты из Российской Федерации. Чисто теоретически, да. Более того, насколько я помню, в прошлом году был некий даже такой скандальчик, когда вдруг выяснилось, что США действительно покупали российскую нефть. Это были крайне небольшие объемы, но вот, собственно говоря, в силу вот этой специфики, когда можно было там тут перегрузить, тут подмешать, тут там
как бы завести ее на завод, после выхода с которого она меняла страну происхождения. И вот, собственно говоря, такие поставки действительно были. Скандал достаточно быстро удалось замять. Все сказали, что не-не-не, они просто не знали и вообще они больше никогда не будут. Но, тем не менее, факт остается фактом. Даже после введения жестких санкций против российской нефти, российская нефть попадала в США. Ну, а, собственно говоря, сейчас она продолжает попадать на различные рынки, потому что умеет хорошо прикидываться нероссийской. Вот в продолжении темы Соединенных Штатов раньше Соединенные Штаты были, наверное, чуть ли не крупнейшим покупателем российского мазута. В силу специфики своей нефтепереработки и сверхлегкой нефти, которой они обладают, им для полноты картины выхода продуктов необходим мазут. А где они сейчас-то закупают мазут и как это происходит? У кого? Ну, собственно, мазут, в принципе, он в мире-то есть, но он никуда не делся. Плюс ко всему, есть же еще страны, которые производят тяжелые сорта нефти. Ну, соответственно, приходится закупать в той же самой Саудовской Аравии. Что-то немножко попадало из подсанкционной Венесуэлы. Ну, Мексика, Канада, которая вполне возможно скоро станет очередным штатом США. То есть, в принципе, там та же самая Бразилия. Нефть есть где купить, но другое дело, что был крайне удачным сырьем а, для американской нефтепереработки. Кстати, может быть, вот тот самый мазут, который сейчас в количестве там 500 тысяч там, баррелей идет через ту же Малайзию, может быть, проходя через Малайзию и становясь малазийским, он в какой-то момент оказывается в США, кто знает. А Российская Федерация, ну, конечно, мы какую-то часть мазута превращаем в нероссийскую, специфика нашего рынка, нашей нефтепереработки, производство большого количества мазута. А мы сейчас его куда деваем? Ну, не заливаем же в цистерны для лучших дней. Ну, собственно, российский мазут продолжает поставляться на экспорт, и просто он меняет рынки, а зачастую меняет страну происхождения. Вот, опять же, повторюсь, через Малайзию проходит достаточно большое количество российского мазута. По-прежнему какие-то поставки мазута идут на рынке АТР, а зачастую он поставляется как мазут, но не российский. Поэтому претензий к нему после вот этой вот как бы очистки и смены страны происхождения не возникает. И, наверное, финальный вопрос. А вот эта вот вся интересная ситуация с нефтегазовым рынком в регионе АТР после при возможном снятии санкций, ограничений, это все откатится на круги своя, или это уже будет новый рынок? Скорее всего, это уже будет новая реальность, потому что формирование путей поставок, договоренности с трейдером, поиск покупателей и так далее, это все занимает время. И по большому счету сейчас менять эту сложившуюся картину на какую-то другую достаточно сложно. Ну и опять же, что в данном случае может сильно поменяться? Ну, допустим, предположим, вдруг гипотетически сняты все санкции. Ну, наверное, часть российских нефтепродуктов вернется в Европу, потому что все-таки это достаточно близкий рынок, очень удобная логистика, ну и плюс ко всему уже есть какие-то сложившиеся маршруты, нефтепроводы, танкерные поставки, близкий рынок. Ну, я думаю, объемы будут уже далеко не те, что раньше. Возможно, вернутся какие-то поставки в США, но, опять же, объемы будут вряд ли велики, и, скорее всего, принципиальным рынком для России будет все-таки, наверное, действительно рынок АТР. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленных комментариях. Там же будут ссылки на наши реквизиты, чтобы мы и дальше также могли вещать во всех соцсетях без монетизации. Спасибо, до новых встреч.
Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала — независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.